Спустя всего лишь 5 лет в Dota 2 вышел глобальный патч 7.33. Новые горизонты. Спасибо, что хоть не назвали этот недопатч Dota 3. Стоп, уже назвали. С утра до вечера. Хер. Узнаю Valve. Последний раз подобное было в 2017 году, когда внедрили 7.0.0 с талантами и окончательно убрали весь баланс. Радуйтесь, фанаты, Dota 2 вновь сломана и неиграбельна, все как мы любим. Конечно, это быстро исправят, через годик-другой. Valve не была бы собой, если бы выпустила рабочий, интересный, а самое главное сбалансированный патч с новыми идеями, а не копипастой лола и китайских ММО. В этом видео вы узнаете всю скрываемую правду о игровой политике Valve, о майнерах в их играх, об грязном вымогании денег с игроков. Ты не будешь выигрывать, если не будешь платить. Всю правду о новом хайповом обновлении 7.33 новые горизонты New Horizon для Доты. О том, как Дота окончательно скатилась и окончательно стала бездушным плагиатом. О том, как все было раньше и зачем Valve все испортила. Страшную тайну о том, что на самом деле происходило все эти 8 лет с игрой. Куда пропал миллион активных игроков и почему она стала винегретом, которые напихали сотни ненужных механик и испортили все, что так любили игроки. Кто, зачем и почему так активно пиарят игры Valve и врут про реальное состояние их игр? Обязательно досмотри видео до конца, я отвечу на все эти вопросы. Мы начинаем. Вышедшее 20 апреля обновление Доты прошло по высшему разряду, все как обычно. Патч очень лагучий, FPS стало в 1,5 раза ниже, кругом баги, зависания, застревания, подгружания и подтормаживания. Зато 2 игры в один месяц выпустили. Успех! Самое смешное, что графика стала еще хуже и мыльнее, а потребление ресурсов выросло в разы, даже на самых мощных видеокартах. Не удивляйтесь, Valve уже с 2020 года погрязла в криптовалюте и добыче биткоина и вшивает майнеры во все свои новые и старые игры, это уже давно доказано. Пока ты играешь в их игру, они делают на тебе деньги, и немалые. Хотите верьте, хотите нет, в феврале 20-го я оставил комп в главном меню CSGO и ушел буквально на час. Когда я пришел, компьютер был выключен, а моя видеокарта за 10 тысяч рублей сгорела. Ломай меня полностью. И даже от жесткой эксплуатации Far Cry 4 и GTA 5 с ней было все норм. Видно, скрытые майнеры от Valve она не выдержала, они оказались куда мощнее. Я до сих пор жду, когда вы возместите мне мои 10 тысяч. А что вы хотели от маленькой инди-студии миллиардера? Пока в мире есть непрошаренные, на них будут делать деньги любыми способами. Говорят, Dota скатилась сейчас. Нет, это произошло гораздо раньше. Valve начала агрессивно доить Доту еще намного раньше. Когда Dota 2 начала загибаться. С выходом Reborn в 2015 году Dota окончательно стала превращаться в лол. С утра до вечера. Хер. Тащили и воровали абсолютно все. Кислотный анимешный графон, от которого болят глаза. Дизайны меню, персонажей, таланты. Обилие псевдоновых бесполезных предметов. Даже логово Рошана и то подсвистнули. Забавно, что те, кто больше всего кричат о своей уникальности, на деле являются плагиатом и второсортной подделкой. Темпы поражают. Только в лоле появились нейтральные предметы, их сразу же ввели в доту. Чисто совпадение. Это просто Айсдогу такая идея в голову пришла еще раньше. Просто он годами ее реализовывал. Вы не понимаете, это другое. Гении просто мыслят одинаково. Valve делает вид, что их игра живая и мега популярная, тратит миллиарды на поддержание пузыря и липового имиджа. Стримеры, ютуберы, блогеры, проигроки, фанатики киберспорта, боты и чат ГПТ на каждом шагу кричат про величие игр Valve. Прикол в том, что все это проплачено, и те, кто нахваливают игры Valve, даже в них не играют, а просто сидят на зарплате у пиар-отдела Valve, который там получает нехилые суммы, в отличие от меня, который провел полжизни в их играх абсолютно бесплатно, но при этом честно говорит о том, какой это зашквар, предупреждая молодых и зеленых игроков. В интернете делают вид, что единственная компания, которая не скатилась за все это время, это Valve. У вас там все нормально, а что тогда по-вашему скатился? А чё, вон даже в статистике написано, что целый миллион играет в доту каждый день. Это успех. Как и той честной компании можно не доверять? Она разве вас когда-нибудь обманывала? На самом деле это наглая ложь и коммерческая тайна, как и вся политика Valve. Если масса узнает, что их игра загибается, кто будет в нее играть, донатить, а самое главное покупать акции Valve? Valve создала вокруг своих игр пузырь элитарности и успешно рубит на нем бабки уже кучу лет. И пальцы за меня загибать будете. Так успешно, что уже на грани разорения 90% игроков, включая меня, сбежали с их лодки, которая с каждым годом падает все глубже и глубже на дно. А сколько реальных игроков на самом деле? Реальных игроков в доте не больше 10 тысяч. Остальное это фермы скинов, которые просто сидят в главном меню и фармят. В рейтинге активно сидят боты из ГОСУ АИ, которые уже обыгрывают про игроков. В чатах иллюзию активности создает чат ГПТ. Все это уже доказано проигроками, популярными стримерами, американскими хакерами. Все угорали с Папани, который говорил про скрытый пул. Теперь после сливов от хакеров и фанатов США коммерческая тайна стала открытой для всех. Для тех, кто не знает, суть в том, что в 2016 году в доту введено скрытый фикс, который держит всех недонатных игроков в барьере 50% винрейта.
То есть алгоритмы диктуют твоего противника и команду. На 10 игр ты должен 5 выиграть, а 5 проиграть. Если будешь выигрывать больше 5 из игр, тебя будут ставить безумные, неадекватные и нечестные условия. Тебе всегда будут давать плохую команду ниже уровнем игры, чем у тебя, и противников-задротов. Суть в том, чтобы сформировать у игрока зависимость, чтобы все свободное время он тратил на то, что отыграться и вернуть свой рейтинг, который у него украли нечестно из-за скрытого пула. А чем больше играет, тем известнее и более охотно будет и донатить. То есть поставить игрока в зависимые условия, чтобы в наглую состричь бабла. Раньше, к счастью, еще в 2014-2015, когда начинал играть, такого не было. Если игрок за пару дней апнет максимальный ранг, он уйдет из игры. Не лучше ли его сделать своим постоянным зависимым узником? Все на коммерцию против здравого смысла. Донат пробивает потолок каждый год. Сделав Dota 2 максимально платной, Volvo выкинула из нее почти всех преданных фанатов вроде меня. Онлайн упал с нескольких миллионов до 10 тысяч реальных игроков. Но зато элиты, которые постоянно донатят и вкидывают безумные бабки в игру. У меня есть знакомый, который закидывает по 15 тысяч рублей каждый месяц. Причем играет он всего пару часов в день. Но его винрейт около 75%, а мой 53%, так как я не доначу ни рубля. В чем суть доната и почему он решает? Качество тиммейтов и противников зависит от некого скрытого траст-фактора, работу которого Valve никак не афиширует и не комментирует, мол, он сортирует плохих игроков и хороших. Но вот и весь официальный комментарий. На самом деле не так. Он нужен, чтобы всю игровую систему заточить на донат. Не будешь вкладывать в игру каждый месяц, не будешь выигрывать. И скажите более сексуально, боже, я вас умоляю. Так, прекрасно. То есть твои старания, способности, время, душа тут никому не нужны. Что неважно, вкладываешь ли ты в игру их или нет, от тебя уже ничего не зависит. Слабый игрок с бабками будет гораздо чаще побеждать и всегда иметь хорошую команду, которая его бустит. Есть проигрок и бывший чемпион мира по доте, у него ник Артизи, его постоянно дают плохую команду целыми годами, из-за того, что он не донатит в игру. Ознакомьтесь с его стримами, чтобы понять, насколько все плохо и что я говорю правду. Поднять этот мифический траст-фактор можно только одним способом – закидывать $50 в месяц на игровые скины или Battle Pass в их играх, никак иначе. Раньше хватало и $5 для хорошего траст-фактора, потом 10, 25 и сейчас уже 50. Аппетиты растут, зато всегда есть отмазка, там финансовый кризис в мире, дружок. А кто виноват в этом кризисе? Не иначе, как Россия и Китай, конечно. У всех бед один ответ. Ничего не поделаешь, Volvo, нам же надо кормить наших инвесторов и бесконечное множество эффективных менеджеров, которые контролируют, чтобы самые современные деньговыжимающие технологии и новшества максимально быстро внедрялись в игры. За последние 5 лет системные требования в одной доте скаканули в 2,5 раза. Игра лагает в замесах на средних настройках у меня на машине за 60 тысяч. Из-за обилия эффектов от донатных шмоток иной раз не понимаешь, кто это и зачем ультанул. Раньше такого не было, игру тянули любые пеньки и слабые ноутбуки. Верните то время. Почему я должен иметь дорогой компьютер, чтобы играть в ваши игры с графикой 2004 года? Если у тебя нет денег и ты привык к халяве, ты всегда будешь сидеть в скрытом пуле, плохой и слабой команды токсиков, и всегда проигрывать скриптерам, бустерам и неадекватов, играющим на хаках. Кто-то напишет, ты просто нуб, это со всеми бывает. Я лично играю в доту уже 9 лет, имею 6 аккаунтов и на каждом разный рейтинг, там от 1,5 до 4500 ММР. Когда мне дают скрытый пул на одном аке, я регаю и ухожу играть на другой ак. И все проходит, и так уже лет 6. Вам не кажется, что это не совпадение? Если вам дают плохую команду, постоянно создайте новый ак и увидите разницу. Первые месяцы вы будете выигрывать, а потом вернется все как было. Игрокам почему-то не с кем стало играть. С новым патчем 7.33 ввели новый матчмейкинг, который еще более сломанный, чем старый, хотя, казалось бы, куда уже хуже. Новый рейтинговый режим убрал ММР-барьеры, теперь слабые игроки будут постоянно попадаться против сильных. Нетрудно догадаться, кто будет выигрывать. А в чем суть? Раньше игроки сидели на своих рангах, альфа-гигачады на 1-2К, бустеры и задроты на 3-4К, и они никак не соприкасались и жили в отдельных мирах. Так как остатки игроков свалили, и тем уже не с кем играть банально. С выходом нового патча они начали играть против друг друга. Гениально, да? Да, что же выбрать-то, а? Придумал. Сиськи в шоколаде. Рейтинговых ограничений теперь нет. Сейчас эту систему нализывают все диванные 1К аналитики с Ютуба, а про-игроки просят вернуть все как было. Почему-то не оценили царский подгон от Гейба. Теперь 4К и 1К игрок спокойно попадаются друг против друга. Если команда 1К чувака выиграет, им дадут повышенный рейтинг, а если команда 4К чела выиграет, им дадут пониженный рейтинг. Пример. Ты пошел катать ММ, тебе попалась плохая тима, и вы слили слабым челам ниже рейтингом, с тебя сняли 150 ММР за 3 игры, по 50 ММР в игру, а потом ты выиграл следующие 3 игры, но чуваки ниже тебя по ММР, и за 3 победы тебе дали 75 ММР, то есть по 25 ММР за победу.
То есть ты сыграл 6 игр, 3 выиграл, 3 проиграл и остался при этом в минусе на 75 ММР. Тебе не кажется, что это немного нечестно? Помимо того, что ты потерял 6 часов времени, тебя еще и нагло обокрали, и теперь так будет всегда. 7 лет назад было похожее что-то. В 2016 году Valve скрытно в крысу, не афишируя, внедрила новый MM 2.0. Его суть заключалась в том, что русские игроки заперты теперь только с русскими игроками. Они не могут играть с иностранцами, даже поставив другой регион, будут играть только с русскими. До 2016 такого и близко не было, и мы спокойно играли с иностранцами. При том, что русский паб, он не подойдет для апания, рейтинга и для обычной игры для адекватных игроков. Там сидят нытики, ливеры и руинеры. На каком бы рейте ты ни играл, у тебя постоянно будет полыхать. Количество слабых игроков здесь намного выше, чем на всех остальных регионах. Я играл на Индии, Пакистане, США, даже Саудовской Аравии. И мой винрейт там был в районе 65-70% против 53% в России. Мне кажется, или это не норма, а оголтелый расизм, нет? Почему сам игрок не может решать, как ему и с кем играть? Почему из игрока сделали безвольное животное и решают все за него? Отымеем за ваши же деньги. Заменили фанатов. С каждым годом Dota 2 становилась все дороже и дороже. Сумма, на которую надо донатить, росла год за годом, от патча к патчу. Раньше не донат в $10 в месяц. Ты мог рассчитывать на хороший траст-фактор. Сейчас нет, плати 50. Если нет, вон из игры ты мне не нужен. Получается, блатная аудитория с бабками имеет хорошую команду и постоянно выигрывает, а нищета сидит в скрытом поле. Класс. Крутое расслоение игроков на почве жадности хищной корпорации. На место миллионов на нищих фанатов пришло несколько тысяч блатных зумерков, модников, гулей, но зато с бабками, а Valve больше и не надо. Зачем держать миллион бедной аудитории, если можно иметь 10к анимешников, постоянно донатящих на безвкусные шмотки, потому что у них настолько стрёмная жизнь, что приходится даже в игре делать иллюзию своей состоятельности и компенсировать собственную ненужность. Он такой большой, главный провал обновы. Жестко расфорсили новую революционную карту, она стала в 1,5 раза больше. Сталин 3000. Но зачем? 2004 года, еще со времен первой доты, карта менялась минимально. Тут же у нас карта размером с LoL. Это Чтоб когда я вернусь, вот это вот висело в моей комнате. уже не компактная моба, а какая-то MMORPG вроде Diablo 4. А зачем? Не хватает только деликов побочных квестов. Ну зачем все это? Теперь время игры, ее сложность увеличивается в разы еще больше. А игроки дольше будут искать друг друга. Темп игры просядет, как и адреналин от драк. Теперь командные замес 5 на 5 превратятся в 1x2 на большой карте. Тогда бы уже и количество игроков увеличили. Для 5 на 5 карта абсолютно не подходит. 7 на 7 еще туда-сюда. Непомерно большая карта приносит вред, а не пользу. Теперь имбой будут крысы-инвизники, нюкеры вроде Рики БХ, Сварка, Никса, которые будут ползать в инвизе и хапать игрока поодиночке. Непомерно раздутая карта развязала им руки для быстрого фарма и ловли рыбки вдали от тимы. Милости прошу к нашему шалашу. Теперь будешь ходить да оглядываться в постоянном стрессе. А зачем оно надо? Карта в доте годами балансировалась, и лучше того, что было в 6.84, она все равно никогда не будет. То, что меня больше всего коробит. С реборна Valve лепит из доты убогую кастомку винегрет, где понамешано все что угодно. Со всевозможных режимов и кастомок. Играть в это очень сложно и время затратно. Только привыкнешь к одному патчу, найдешь мету героев, приспособишься играть, они быстро все занерфят и поставят с ног на голову. Делается это специально, чтобы угодить абсолютно всем и постоянно привлекать внимание. Дешевый хайп. Смотрите, у нас тут каждый год новая дота. Не старая, как говно мамонта и заплесневелая, а новая и свежая. Это уже буквально новая игра. И плевать, что игроки привыкли и полюбили старую игру. Valve же нужно привлекать новых азиатов, чтобы они еще больше донатили. Слидан еще в 2017 говорил, что патч 7.0 самый глобальный в истории доты. Был введен, чтобы привлечь аудиторию лола и азиатов, но прикол в том, что попытка была провальная, и Valve не только не приобрели новых, но и потеряли старых фанатов. На новые ветреные, для кого все перекраивалось, пришли, хайпанули и ушли через месяц, так и не став целевой аудиторией. Такая замороченность и усложненность никому не нужна, как миллионы механик, которые вы удаляете так же быстро, как и вводите. Где ваши шрайны, только привыкли убрали, где нейтральные предметы, только привыкли, где третий вырезали и занерфили, с Аганимом Шардом то же самое. Как и с новыми предметами, обилками и героями. Так уже продолжается 8 лет. Выходит новый имбо-герой, который изначально сломанный, чтобы привлечь внимание игроков. Через месяц его жестко нерфят и про героя все забывают. А зачем тогда вводили? 8 лет без новых кэрри, и новый патч не стал исключением. Вместо новых кэрри, старые кэрри перестали быть кэрри. Они стали так называемыми нейтралами, ну как крипы, у которых прирост атрибутов теперь одинаковый. Это как-то изменилось на игре? Нет, а зачем добавляли? Просто чтобы было. Фанаты просто просили новых кэрри, поучите и распишитесь. Брат-близнец Рошана. Когда ты слышишь, что в очередной раз поменяли логово Рошана, ты понимаешь, насколько серьезно и ответственно Valve подошла к новому патчу.
Я годами терзался от неудобного положения на реке. Казалось бы, куда хуже. Но я недооценил Вольво. Сделать еще сломаннее — это надо постараться. Теперь Рошан будет стоять на топе и боте в зависимости от времени суток. Не сказать, что идея бредовая, ничего не сказать. Теперь рандом решает, заберет Рошана свет или тьма в какую-то минуту. Зачастую от Аегиса зависит исход драки. Теперь 50/50. Кто его заберет, это сломанная рандомная идея. Новый предмет имба, но это ненадолго. Опять добавили много новых предметов, абсолютно бесполезных, которые опять невероятно жесткие, но вместе с тем их аналоги уже годами существовали ранее. Комедия субъективна. Вы решаете, что хорошо, а что плохо. Точно так же вы решаете, что смешно, а что нет. Через месяц их, как обычно, занерфят и про них все забудут, поэтому зря хайп развели. Играя в игры Valve последние 8 лет, я чувствую себя животным в цирке, на которое пришли поглазеть на халяву. Их игры — это коммерческое шоу, где из себя вынут последние деньги и душу, дав взамен то, что когда-то было бесплатно. Ждем Garry's Mod 2.0. До скорого. Что ты только раб, Нео. Как и все, ты с рождения в цепях. С рождения в тюрьме, которую не почуешь и не коснешься. В темнице для разума.